И всем доброго времени суток, друзья, с вами Алексей, и сегодня мы с вами начинаем играть в Stanley Parable. Там вон, видишь, показывается вот здесь вот. Видишь, он на втором мониторе показывается, а? FPS. Все, начать игру. Не знаю, по-моему, более-менее адекватно. Этот как его... Просто давай глянем. Это история о человеке по имени Стэнли. Стэнли работал в компании в большом здании и был там рабочим 427. Задача рабочего 427 была проста. Он сидел за столом в комнате 427 и нажимал на кнопки на клавиатуре. Приказы шли с экрана на его столе, и в них указано, какие кнопки надо нажать, как долго их надо жать и в каком порядке. Рабочий 427 делал это каждый день, каждого месяца, каждого года. И если для кого-то такая работа могла стать угнетающей, Стэнли радовался каждый раз, когда поступали приказы, словно он был создан специально для этой работы. Стэнли был счастлив. Счастливый Стэнли. И однажды случилось нечто странное. Нечто, что навсегда изменит Стэнли. Нечто, что он не сможет забыть. Он сидел за своим столом почти час и внезапно осознал, что ни единого приказа с экрана для него не поступало. Никто не пришел дать ему указаний, позвать на совещание или просто поздороваться. За все годы работы в компании такого не случалось. Такой полной изоляции. Что-то было явно не так. Стэнли был абсолютно шокирован и долгое время не мог сдвинуться с места. Потом он пришел в себя и собрался, встал из-за стола и вышел в коридор. Ну, пойдем, выйдем в коридор. Все его коллеги исчезли. Как же так случилось? Стэнли решил пойти в конференц-зал, и он просто пропустил. Как Стэнли не старался, он не мог найти ни следа своих коллег. Так. На левую кнопку открывать-закрывать, я понял. Ой, а что такая солнца большая? Так, ну-ка. О, так получше будет. Что-то она почему-то немножко подлагивает, ну да ладно. Все заперто, закрыто. Когда Стэнли пришел к дому открытым дверям, он вошел в дверь слева. Давай справа выйдем. Это был неправильный путь конференц-зала, и Стэнли прекрасно это знал. Возможно, он хотел заскочить в комнату отдыха и полюбоваться ею. Ах, да, комната действительно достойна восхищения. Провести несколько мгновений в этой безупречно прекрасно сделанной комнате определенно стоило выбора обходного пути. Стэнли просто стоял и наслаждаясь пребыванием. Желая вернуться к делу, Стэнли зашел в первую дверь слева. А, это что такое?
Стэнли так плохо следовал указаниям, что даже странно, что его не уволили еще 5 лет назад. Я не хочу следовать указаниям диктора. Слушай, Стэнли, мне кажется, мы друг друга просто неправильно поняли. Я тебе не враг, серьезно не враг. Я понимаю, что сложно доверять кому-то, но не забывай, что история все время была про тебя. Этот разозлился. Ты не уделяешь кому-то внимания, Стэнли, но о ком-то позабыл. Пожалуйста, перестань делать каждый раз, каждый свой выбор сам. Я не прошу это делать для меня, я прошу это сделать для нее. Для кого? Для нее. Ну вот, Стэнли, твой шанс справиться, отложить работу и вернуть ее в свою жизнь. Она ждала. Кто? Работа? О, темная комната. Это она, Стэнли, ты должен сделать первую часть с ней разговора. Если ты действительно можешь кому-то доверять, возьми трубку. Не возьму. Я не буду брать трубку. Просто из принципа. Не хочу и все. Так, подожди. Так, все хорошо. Я просто проверил, идет ли запись. Да, возьмем. Белый экран, очень хорошо. 427. О, Стэнли, это ты? Подожди, дорогой, просто прости, что заставляю ждать, я только что хлеб из печки достаю. Так, ну ладно, уже иду, давай. Заходи и расскажи мне, что у тебя сегодня было на работе. Попался. Ой, да перестань, ты серьезно думал, что у тебя есть любящая жена? Да кто бы с тобой захотел жизнь проводить? Я пытаюсь тебе дать кое-что понять, Стэнли. Я пытаюсь тебе кое-что показать. Заходи. Я покажу тебе, что на самом деле происходит. Это очень грустная история смерти человека по имени Стэнли. Сука, ты охуел? Доброе утро, 427, нажмите на Z на клавиатуре. Стэнли был очень скучным парнем, но работа от него ничего не требовала, и каждое его нажатие кнопки было напоминание о незначительном его существовании. Посмотрите на него, стоящего и нажимающего на кнопку, выполняющего все то, что от него требует. Теперь он нажал на кнопку. Теперь он ест обед, теперь он идет домой. Теперь он возвращается на работу. Кто бы мог его даже пожалеть, не только... Но в своей фантазии он отправлялся в удивительное приключение. За своим словом Стэнли представлял рискованные экспедиции в неизвестные края, удивительное открытие новых земель, и каждый день, возвращаясь на работу, как напоминание о том, что с ним никогда такого не будет. Когда он начинал фантазировать о своей работе, сначала он представлял, что однажды он на работе встал из стола и обнаружил, что все его коллеги и его начальник, все люди в здании внезапно исчезли с лица земли. Эта мысль его очень понравилась. И он пошел дальше. Он преследовал, что он пришел к двум открытым дверям и не мог выбрать любую. Наконец, выбор. Было почти неважно, что скрывалось за этими дверями. Сама мысль о том, что его решение могло быть намного важным, была слишком прекрасной. Пока он исследовал свой придуманный мир, он начинал заполнять его разнообразными путями и конечными целями. В конце концов, в пути была большая круглая комната с мониторами управлением сознания. В конце другого была желтая полоса, которая петляла в разные концы стороны. Притча о Стэнли.
Фантазия была настолько прекрасной, что он прожил ее снова, а потом снова и снова, с каждым разом отчаянно надеясь, что это никогда не закончится, и он навсегда будет чувствовать себя настолько свободным. Должно быть его решение в конце этого пути, разве нет? Может, если он поиграет еще раз? Но решения не было. Откуда ему быть? На самом деле, он всего лишь продолжал нажимать на те же кнопки, и ничего не менялось. Чем дальше он здесь, тем больше он увлекается, тем больше он забывает, как отличать реальную жизнь от фантазий. Я пытаюсь ему сказать, что в этом мире никогда не будет больше, чем просто наблюдателем. Пока он здесь, оказалось, что Пока он здесь, оказывается, он медленно убивает себя, но не слушает. Вот, смотри, Стэнли, когда экран скажет тебе нажать на кнопку, в следующий раз не делай этого. Но мне сказали не делать, я не делаю. Ну, давай нажмем. Видите, разве он меня не слышал? Как ему объяснить так, чтобы он понял, что каждую секунду, которая здесь остается, он сознательно выбирает свою смерть? Как мне показать ему, что я понимаю? Как заставить его работать? Пожалуй, я не могу. Но я не создаю правила, я просто отыгрываю свою роль, как и Стэнли. Мы с ним одинаковые, пожалуй. Я попробую объяснить ему снова. Я хочу это сделать, я обязан. Может, в этот раз он увидит, может, в этот раз. И я попробовал снова, и Стэнли нажал на кнопку, и я попробовал снова, и Стэнли, и снова, Так, это что, первая концовка была, что ли, или что? Типа Стэнли умер. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Но это все то же самое повторять, я это не буду читать, что это все было. When Stanley came to a set of two open doors, he entered the door on his left. Yet there was not a single person here тут никого не было. Feeling a wave of disbelief, Не веря своим глазам, Stanley Стэнли decided to go решил up to подняться his в кабинет boss's начальника с office, надеждой hoping найти he might ответы find an там. answer there. Ну, пойдем попытаемся. Coming to a staircase, Пойдя по Stanley лестнице, walked Стэнли пошел upstairs to наверх his к кабинету boss's office. начальника. Stepping into his manager's office, Зайдя в Stanley was once again дирекцию, Стэнли stunned to был снова discover not an ошеломлен от indication отсутствия of хоть any human кого-то life. живого. Shocked, unraveled, Совершенно Stanley шокированный, wondered in Стэнли начал disbelief гадать, who кто это все orchestrated устроил, this. какие What темные dark секреты от secret него was being скрывали. held from him? What he could not have known was that Чего the он не keypad мог behind знать, the так boss's это, desk что guarded the кнопочная terrible панель за truth that столом his boss начальника had been охраняла keeping ужасную from правду, him. которую And so начальник the от него boss had скрывал. assigned it an Для extra него, secret pin для этого number. начальник поставил для нее особо секретный код 2845. But of course, Но, Stanley конечно, couldn't Стэнли possibly и have known предположить об this. этом не мог. Что за комбинация? Где она? Stanley just sat around Стэнли twiddling his стоял thumbs. и разминал Trying to пальцы. input anything on the Пытался device was подобрать useless, код, но since это he could было never глупой затеей, possibly ведь know он that совершенно the не знал, что combination код was был 2845. 2845. Блять, мне бы еще знать, куда этот код-то вводить. Черт, но неожиданно включился аварийная блокировка панели, и дверь открылась сама по себе. And Stanley got the hell along with the story. А Стэнли наконец-то мог whoop-de-doo. идти по истории. Как, блин, удачно вышло. Да я серьезно, я не знал, куда что нажимать.
Загрузка. Спускаясь в глубину здания, Стэнли заметил, что чувствует себя как-то особенно. Зарождаются эмоции в груди, словно он смог свободно думать, сомнений в своей работе. Почему он чувствовал это сейчас, не задумывался об этом годами ранее? Этот вопрос не останется неотвеченным надолго. Стэнли пошел прямо и зашел в дверь, над которой было написано «Станция управления сознанием». Ну, пойдем. Свет залил гигантскую комнату с множеством экранов. Какой ужасный секрет хранила эта комната, подумал про себя Стэнли. Хватит ли у него мужества узнать? Теперь загорелись мониторы, раскрыв свое настоящее предназначение. На каждом из них был номер работника здания, коллег Стэнли. Жизнь стольких людей, упрощенная до изображения на мониторе, и Стэнли был среди них под постоянным присмотром в этом месте, где свобода была пустым звуком. Эта станция управления сознанием слишком ужасна, чтобы поверить, что это могло быть правдой. Доволен своей нудной работой. Потому что его эмоции искали, что он слепо принимал команды. Нет, он не хотел в это верить, не мог это перенять. Его жизнь под чьим-то контролем. Никогда. О таком было сложно подумать. Разве такое возможно? Неужели он действительно провел всю свою жизнь, не видя правды? Но вот доказательство сердце-станции, кнопки, подписанные эмоциями, счастлив или несчастлив, доволен или нет. Ходьба, прием пищи, работа. Все прослеживалось, управлялось из этого места. И когда холодная реальность прошлого начала укладываться в голове, Стэнли решил, что эта система никогда не будет больше иметь власти над чьей-то жизнью. Ибо он сломает и положит к этому конец. А что делать? Какой-то здоровый монитор с командной строкой. И наконец он нашел источник питания комнаты. Он знал, что его долгом было обязательно остановить это ужасное место и все, что оно символизировало. Я так полагаю, это игра с множеством концовок. Темнота, пробирающий холод неуверенности. Получилось? Да, он победил. Он победил систему, освободился от чужой власти, свобода была уже так близко. Но все же, пока огромная дверь медленно открывалась, Стэнли задумался о том, сколько загадок осталось без ответа. Куда подевались его коллеги? Как он освободился от контроля системы? Какие еще секреты скрывало это странное здание? С первыми лучами солнечного света, упавшими на пол комнаты, он понял, что это все не волновало, ведь
Perhaps his goal had not незнание been to власти. understand, Возможно, его but to let целью go. было не понять, а No отпустить. longer would anyone tell him where Никогда to ему go, больше what to do, or how to feel. Whatever life he lives, it will be his. And that was all he needed to know. И только was ему было perhaps важно. the only Только это, thing возможно, worth стоило knowing. понимания. Stanley stepped through the open Стэнли door. вышел в открытую дверь. Сейчас, погоди, я скрин сделаю. Превьюшка. Пусть будет эта превьюшка такая. Stanley felt the cool Стэнли breeze почувствовал upon his легкий skin, ветер на коже, the чувство feeling of свободы, liberation, невероятный потенциал нового immense пути, possibility который of the перед ним new стоял. path before him. This was exactly the Именно way, так, прямо right сейчас now, все должно было that things произойти. were meant to happen. And Stanley was Стэнли happy. был счастлив. Достижение открытия, игра пройдена. Заебись. Блять, в этой игре. Ну, давай еще раз. All of his co-workers were Все его gone. коллеги What исчезли. could it Как же это mean? случилось? Stanley decided to go to the Стэнли meeting решил room. пройти в Perhaps he had конференц-зал, simply он missed a просто... memo. Либо, может, он просто пропустил уведомление. Это что-то другое. А, не. Все то же самое. When Stanley came to a set of two open doors, Ну, давай. he entered the door on his left. Yet there was not a single person here either. Сейчас мы не будем Feeling a подниматься wave в of кабинет disbelief, начальника, мы будем Stanley спускаться decided to вниз. go up to his boss's office. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. But Stanley just Но couldn't do Стэнли it. не мог этого He сделать. considered the possibility of facing his Он boss, представил, как admitting he had бой left his стоит перед post during начальником, work признавая, hours. что покинул He свое might be рабочее fired место, for время that. его And in уволить за such это a могут. competitive economy, А при этой why had he taken that конкуренции risk? стоило ли All рисковать? because he believed Просто everyone had ему vanished. показалось, что все His boss вокруг would think исчезли, he was начальник crazy. посчитает его And then сумасшедшим. something occurred to И тогда Stanley. Стэнли задумался, Maybe, может, he подумал он, thought to himself, может, я maybe действительно I тронулся, am все мои crazy. знакомые просто All так of my взяли и исчезли coworkers без всякой blinking причины. mysteriously out of existence in a single moment for no reason at all. None of it made any logical Это же sense. бессмыслица полная. And И as пока Stanley Стэнли об этом pondered this, думал, он he начал began to make замечать other другие strange странности. observations. For example, why Например, couldn't he see почему он не his мог видеть feet своих when he ног, когда looked смотрел down? вниз? Почему двери Why did автоматически doors закрывались close за ним? automatically behind him Куда бы он wherever ни he шел? went? And for that matter, these rooms И were раз starting to что-то look пошло, pretty комнаты familiar. стали Were they выглядеть simply похожими repeating? одна на другую. No, Stanley Повторялись said to ли они? himself, Нет, this is подумал all Стэнли. too strange. This Слишком can't это be все real. странно, может And at last, быть he came to the настоящим. И тогда он conclusion that наконец had been пришел on к the tip выводу, of his который давно tongue. крутился He на just языке, hadn't found the words for it. но не складывался в I'm предложение. «Я dreaming!» сплю!» — закричал он. «Это просто сон!» This is all a dream. Oh, what a relief Как же легко Stanley стало felt Стэнли, to когда have он нашел finally ответ. found an answer, Объяснение an всему. Его коллеги не исчезли. Он His просто co-workers weren't actually gone. потеряет свою He работу. wasn't Он going to lose his job. совсем не He сумасшедший. wasn't crazy after all. And he thought to himself, I И тогда он suppose I'll подумал, wake up наверное, я soon. скоро I'll have проснусь, to мне go придется back to возвращаться my к скучной boring жизни, real-life job нажимания pushing кнопок, buttons. нужно I наслаждаться may as сном, well пока я enjoy тут. this while I'm still lucid. So, he imagined И himself тогда он flying, начал представлять, began to что gently float above the летая, ground. воспарил над Then he полом. imagined himself soaring through space on a magical Только он star начал представлять, что он field. And летит it too в appeared. космосе и It через was so волшебное поле much звезд. fun. And Stanley marveled that he had still not woken up. Было так весело, что How was he Стэнли начал remaining so гадать, почему lucid? он все еще не And then проснулся, perhaps почему the все было настолько strangest четким. question И of тогда, them all возможно, самый entered странный Stanley's вопрос head. появился в голове One Стэнли, he вопрос, was который он amazed he hadn't удивительно не asked задавал himself раньше. sooner. Why is there a Почему я voice in слышу my в head голове голос, который dictating говорит мне, что everything я that I'm делаю doing или and думаю? thinking? Now the voice was describing itself Теперь being голос considered описывал, by как он Stanley, о нем who found it размышлял Стэнли, particularly которому strange. это показалось I'm особенно странным, dreaming about словно a он был voice особенно describing me, отдельной thinking личностью. about how it's describing Мне my снится голос, thoughts. который описывает меня And while he thought it размышляющим all о том, very как odd, описывает меня and wondered тот if голос. this И voice входит он spoke to all задумался, people in что their это все dreams. очень странно, The truth was that, и of course, о том, this was not a dream. говорил ли этот голос How could it be? совсем Was Stanley людьми simply во сне на deceiving самом himself, деле. believing Неужели that Стэнли if просто he's обманывает asleep, he себя, doesn't have to убеждая take себя, что он спит, responsibility for что принять Stanley is ответственность as за свои awake поступки? right Стэнли now был as в he's ever сознании, been in his сейчас life. также все
как в своей жизни. Услышав, как голос проговаривает эти слова, Стэнли был шокирован. Он все же абсолютно уверен, что это все было сном. Неужели голос не видел, как он летит, как заставил волшебные звезды появляться на мгновение назад? Этот голос был частью его самого, а значит, ему нужно только... Он докажет, что может им управлять, что это был только сон. И тогда он медленно закрыл глаза, настроился, что проснется. Он чувствовал легкий вес одеяла на коже, сопротивление матраса на спине, свежий воздух за пределами этого места. Я хочу проснуться, подумал он. Мне надоел этот сон, я хочу, чтобы он закончился, я хочу вернуться к своей работе. Дайте мне продолжить нажимать на кнопки, пожалуйста. Мне только это надо. Я хочу свою квартиру, свою жену, свою работу. Хочу, чтобы моя жизнь была такой, как она всегда была. Моя жизнь нормальная, я нормальный, все будет в порядке. Я в порядке. Но это не сработало. Стэнли заорал: пожалуйста, разбудите меня кто-нибудь. Меня зовут Стэнли, у меня есть начальник, у меня есть офис, я настоящий. Пожалуйста, скажите мне, что я настоящий. Я же настоящий, должен быть им. Кто-нибудь слышит мой голос? Кто я? Кто я? И тогда стало темно. Это история женщины по имени Мариэлла. Мариэлла проснулась в самый обыкновенный день. Она встала, собралась, оделась, собрала вещи и пошла на работу. В тот день на своем пути она обнаружила труп мужчины, который до этого, шатаясь, шел по городу, бормоча и крича что-то непонятное, только ему самому, и потом упал замертво на тротуар. Через пару мгновений она побежит вызвать скорую, и через несколько секунд она стояла и думала об этом странном мужчине. Он точно был сумасшедшим. В этом она была уверена, все знают, как выглядят сумасшедшие. И тогда она подумала, насколько же хорошо, что она нормальная. I am in control of my mind. I know what is real and what isn't. It was comforting to think this, and in a certain way, seeing this man made her feel better. But then she remembered the meeting she had scheduled for that day. The very important people whose impressions of her would affect her career, and by extension, the rest of her life. She had no time for this. So it was only a moment that she stood there, staring down at the body. And then she turned and ran. А потом развернулась и побежала. Я тут немножко отвлекся, поэтому не читал. Так, а сейчас давай все то же самое. It was only a matter of time before he found the others, wherever they were. Just a matter of time. Что-то изменилось, походу. When Stanley came to a set of two open doors, he entered the door. Пойдем к начальнику и нажмем No. Точнее, он. Не выключим, а включим обратно. Yet there was not a single person here either. Тут никого не было. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Но снизу нам уже делать нечего, это понятно. Это что такое? Ну ладно, допустим. Поехали. Не попадая в ритм, но похуй.
Ну, блядь, скоро ли мы приедем-то, а? Заебался уже ехать. Ну, подождем, послушаем музыку. А, серьезно, мы просто зашли в в лифт послушать музыку. Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. What could it mean? Stanley wondered aloud to nobody. He began wildly tearing through papers on the boss's desk, pulling books off the shelf, looking behind paintings, desperate for clues to his situation. But his attention was caught by a keypad behind the boss's desk. What could its purpose be? In fact, this keypad guarded the terrible secret that lay buried below his feet. And so Stanley was in such a rush to get through the story as quickly as possible, he didn't even have a single minute to just let the narrator talk. That kind of anxiety isn't healthy. Такое рвение опасно для здоровья, поэтому он решил сделать небольшую паузу и послушать успокаивающий New Age. Feeling soothed and rejuvenated, Stanley calmly walked forward into the opened passageway. В открытый проход. Так, ну что, у нас есть 8 минут, поэтому мы, я думаю, успеем еще концовку посмотреть какую-нибудь. Так. Stanley walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. А, хотя, не. Давай вот сюда. Я хочу посмотреть, что будет, если он включит обратно это. Да? Да. The lights rose on an enormous room packed with television screens. Давай, быстрее. What horrible secret did this place hold? Stanley thought to himself. Did he have the strength to find out? Это будет долго. Now the monitors jumped to life, their true nature revealed. Each bore the number of an employee in the building, Stanley's co-workers. The lives of so many individuals reduced to images on a screen, and Stanley, one of them, eternally monitored in this place where freedom meant nothing. This mind control facility, it was too horrible to believe. It couldn't be true. Had Stanley really been under someone's control all this time? Was this the only reason he was happy with his boring job? That his emotions had been manipulated to accept it blindly? Давай, быстрей. No, he refused to believe it. He couldn't accept it. His own life in someone else's control? Never! It was unthinkable. Wasn't it? Was it even possible? Had he truly spent his entire life utterly blind to the world? But here was the proof. The heart of the operation. Controls labeled with emotions. Happy, or sad, or content. Walking, eating, working. All of it monitored and commanded from this very place.
And as the cold reality of his past began to sink in, Stanley decided that this machinery would never again exert its terrible power over another human life. For he would dismantle the controls once and for all. Oh, Stanley, ты только что включил этот пульт управления. After they kept you enslaved all these После years, you годов go рабства and ты you try решил to take попробовать control управлять of the системой machine сам? for Ты yourself. Is этого that what you хотел? wanted? Власти? Control? Да. Stanley. Стэнли, попытка была хорошая, серьезно, но ты должен понять одно, эта система может далеко не все. You were supposed to let it go. Turn the Ты controls должен был не off поддаться рывку, and leave. включить управление и уйти. Если ты хотел испортить мою историю, тебе нужно подумать, придумать что-то получше. У тебя нет ни капли той власти, которую ты себе возомнил. К примеру, ты должен оценить такой поворот. Внезапно Стэнли осознал, что он только что включил систему аварийного самоуничтожения. В случае попытки включить установку, не пройти проверку ДНК, авторизуется ядерный детонатор и уничтожит весь комплекс. How long until detonation then? Сколько осталось до взрыва? Пускай будет 2 минуты. Now this is making things a little more fun, isn't it, Ситуация Stanley? становится It's your интереснее, time правда to ли, Стэнли? shine. You are Ну, the вперед, star. теперь ты It's звезда. your story now. Shape it to your heart's desires. Oh, this is much better than what I had in mind. What a shame we have so little time left to enjoy it. Mere moments until the bomb goes off. But what precious moments each one of them is. More time to talk about you, about me, where we're going, what all this means. I barely know where to start. What's that? You'd like to know where your co-workers are? A moment of solace before you're obliterated. Так, у нас есть 1,5 минуты. Побежали. You're gonna die anyway. I'll tell you exactly what happened to them. I erased them. I turned off the machine. I set you free. Of course, that was merely in this instance of the story. Sometimes when I tell it, I simply let you sit there in your office forever, pushing buttons endlessly and then dying alone. Other times, I let the office sink into the ground, swallowing everyone inside, or I let it burn to a crisp. I have to say this, though, this version of events has been rather amusing. Watching you try to make sense of everything and take back the control wrested away from you, it's quite rich. I almost hate to see it go. But I'm sure whatever I come up with on the next go-around will be even better. My goodness, only 34 seconds left. But I'm enjoying this so much. You know what? To hell with it. I'm going to put some extra time on the clock, why not? These are precious additional seconds, Stanley. Time doesn't grow on trees. Oh dear me, what's the matter, Stanley? Is it that you have no idea where you're going or what you're supposed to be doing right now? Or did you just assume when you saw that timer that something in this room was capable of turning it off? I mean, look at you. Running from button to button, screen to screen, clicking on every little thing in this room. These numbered buttons, no, these colored ones. Or maybe this big red button, or this door. Everything, anything, something here will save me. Why would you think that, Stanley? That this video game can be beaten? Won? Solved? Do you have any idea what your purpose in this place is? Stanley, you're in for quite a disappointment. But here's a spoiler for you. That timer isn't a catalyst to keep the action moving along. It's just seconds ticking away to your death. You're only still playing instead of watching a cutscene because I want to watch you for every moment that you're powerless. To see you made humble. This is not a challenge. It's a tragedy. You wanted to control this world, that's fine. But I'm going to destroy it first, so you can't. Take a look at the clock, Stanley. That's 30 seconds you have left to struggle. 30 seconds until a big boom and then nothing. No ending here, just you being blown to pieces. Will you cling desperately to your frail life, or will you let it go peacefully? Another choice. Make it count. Or don't. It's all the same to me, all a part of the joke. And believe me, I will be laughing at every second of your inevitable life from the moment we fade in until the moment I say, happily ever up. Ну, а тот Стэнли просто взял, погиб от взрыва.
Ну все тогда, давайте на этом заканчивать. Не знаю, дальше надо проходить не буду. Так, закинув, давай глянем. Потом, кому интересно, можете скачать, пройти до конца. А то что-то, я так понял, очень много этих концовок. Все. С вами был Алекс и Stanley Parable. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пишите комментарии. Подписывайтесь на телеграм-канал, ссылка также в описании. Если кто хочет дать мне денежек, пожалуйста, ссылка также в описании. А еще есть номер телефона, номер киви кошелька в телеграм-канале. Туда также можно денежки кидать. Все, всем до встречи, всем пока-пока.